Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике у нас спортбар, да при этом малюсенький, а самое главное, это, знаете ли, такая микро-уютненькая семейная кафешечка. Да, большой телевизор присутствует, но посадочных мест здесь крайне мало. Прежде всего, хорошо, что сейчас нет никакого футбола, и мы будем практически одни. А во-вторых, давайте посмотрим, что здесь подают под футбольчик, когда он есть. Небольшое лайв-включение, а именно приехали менты, и они действуют в ресторанчиках именно таким образом. То есть, если у вас, вот видите, это белая линия, за ней стоят какие-либо столики, стулья и так далее, у них специальный кузов, куда они все без разговоров, они как стервятники налетают, хватают все и туда в кузов все скидывают, все столы. Неважно, сидят ли за ними гости, просто вот так вот все нещадно. И моментально уезжают. Это потом проблемы хозяев, разбираться с этим, чтобы вернуть свое имущество. И, ну, гостей-то, понятное дело, рассадят. А, соответственно, да, вот так вот быстренько смотрят, чтобы никто лишнюю, значит, территорию типа под свой ресторанчик не захватывал. Так что вот эта белая линия. Все, что ближе, окей. Если чуть-чуть за нее выставился, она. Так как это бар, прежде всего это закусочки, поэтому у нас сегодня будет достаточно много блюд, ну, по крайней мере, я надеюсь на это. И начнем с, в общем-то, самой обычной вещи, а именно обжаренная мамардика с яйцом. И кто-то спросит, а почему это закуска, когда это овощи? А потому что это, черт возьми, тот самый горький овощ, к которому я еще до сих пор, наверное, не привык. Слушай, горечи... А, нет, есть. Хотел сказать, почти не чувствуется, но нет. Обжарено здорово, хорошо. Чеснока много. Это именно что закуска с мощным вкусом. Это та самая горечь, знаете ли, чтобы перебить, когда ты ешь что-то другое понежнее. Например, те самые гребешки. Мы взяли как раз-таки на пару. Здесь есть те самые стандартные, знаете, которые с луком, с маслом, с арахисом. Конечно, вьетнамские стандартные. Но я в данном случае хочу все-таки на пару. И да, вот с этим соусом. Для начала просто так. А как положено, так и кушай, Костян. Ну вот давай. 2 остринки. Все снято с ноги. И вперед. Ваше здоровье. Песка нет. Молодцы. Вот она и острота. В кадре я показывать не буду. Но раз мы в спортбаре и раз я ем такую остроту, я, конечно, налью себе кружечку. А в данном случае я могу сказать следующее. Хорошие, свежие гребешки. Все нормально с ними, остроты много, как раз таки, как положено, под закусь. Роман тоже пробует быстренько эти два, потому что нам уже и следующее подоспело, говорит свое мнение, а я пока охлаждаюсь маленько. Вот такая красота. Если песчинка и встречается, знаете, 1-2. Скорее всего, были замороженные, конечно, да. Потому что, вот знаете, либо переварили, и из них практически море ушло, либо, следовательно, были замороженные. Что то, что другое, это спортбар, это закуска, это приемлемо. Ты не в ресторане за огромные деньги заказываешь вот такие гребешки, где насладиться тем самым морем. А здесь это просто вот так вот, знаете, вот с таким вот огромным количеством перца все подается. У меня до сих пор полыхает. А следовательно, знаете, еще и вот такой соус, да, с солью и опять же с остротой и с лаймом. Поэтому здесь не про вкус моря, конечно же, здесь разговор про просто закусить. А нам все подносят и подносят, да, спасибо, пока не хочу светить. Следующие 2 уже поднесли. Быстренько Роман сейчас говорит свое мнение по поводу этих 2 и приступаем к следующим 2. Слушай, мне прям все понравилось. С этой мамардикой у меня дома часто готовят. Мне уже это блюдо стало нравиться. Я к нему привык, к этой горечи. Но здесь ее меньше, чем обычно. Да. А вот в гребешках я почувствовал мощный морской вкус сразу, вот как только первый сел.
Мне показалось, как будто бы и не замороженные даже. Здесь знаете, какой вкус я почувствовал? Той самой заморозки, которая у нас продается вот в этих вот миксах морепродуктов. Ну, вот из Окея ты покупаешь, и там у тебя какой-нибудь осьминог, кальмар, мидии. Вот это они. Один в один. Короче говоря, поэтому, да, здесь удивляться нечему. Это не тот морепродукт, который хочется. Не знаю, Роман, ты искушенный парень в этом плане, как ты можешь это... Ну, может, вот после горечи рецепторы перенастроились, и я почувствовал, знаешь, как паучье чутье у меня такое появилось. Я удивлен, ты же знаешь. Ну, это заморозка. Ну, ты чего? Ну, может, этого морского вкуса просто меньше, чем в свежих, но все равно он есть. Ну да, вот сейчас я третий, четвертый раз попробовал. Ну да, как будто чего-то не хватает, но все равно классно. Нет, я не говорил, что это не классно. Я говорил, что это закуска, просто закусь. Короче говоря, нормально, все хорошо. Обещали долго не тормозить, поэтому долго тормозить и не будем. Следующие два. А следующие два у нас осьминоги и куриные лапы. И в данном случае куриные лапы у нас прям зажаренные, мощные, а осьминожки у нас просто обжаренные с овощами. Та же самая прекрасная закуска, как я считаю. Сейчас давайте выжмем соус, потому что вот к осьминогам очень хорошо подходит тот самый соус, который вот с солькой немножко сам по себе... Ставьте, пожалуйста. О, у нас еще закуски подъехали. Короче говоря, быстренько пробуем следующие два. Осьминожка. А вот с осьминожкой с точки зрения свежести все получше. Полный кайф. Здорово, молодцы. С этим соусом, да. Я еще и кусочек перца параллельно съел. Здесь вот можно с рыбным точно так же измакать все. Отличный кайфовый осьминог. Я не могу сказать, что его здесь очень много. По-моему, это одна осьминожка, порезанная на отдельные щупалки, вот голова и прочие овощи. Короче говоря, стоит это все здесь в районе сотки. Ну, цены вы видите, они появляются. Поэтому, на мой взгляд, очень неплохо. Что по поводу лучка овощей. Хорошо. Жареный огурец. Все здорово, все хорошо. Осьминог присутствует. На одного вот взял такое блюдо, сидишь себе, хочешь оттопыриться морепродуктами, да. Вот тебе гребешки, пускай обычные самые, а вот осьминог на уровень повыше, и все замечательно. Роман, налетай на осьминога, это мне крайне очень сильно понравилось. А я пока какую-нибудь лапу лягушачью. Вот здесь хорошо подали. Вот здесь вот я вижу, что я могу кусать у этой лапы. Да. Вообще ни разу не докопаюсь, потому что полноценная мышца, вот это бедро ляха, ляха-ляги. Да. Все кайфово, все здорово. С лягушкой не облажались вообще ни разу. Все нормально. Тоже классная закуска, а больше всего мне нравится, что здесь понятные совершенно куски. Вы видите вот такие вот ноги, которые можно совершенно спокойно вот так вот обгладывать, объедать. То есть это хорошая, классная порция, где ясно, что можно есть. У нас еще два принесли. Ну и кайф. Роман, пробуй лягу, говори про эти два и перейдем к следующим. Следующие два блюда у нас колбаски. Они изначально были одинаковые, поэтому мы попросили просто эти колбаски и обжаренные эти колбаски. Это же закуски. А Роман говорит мнение по осьминогу и ляге. Лягушка вообще супер, они ее идеально приготовили. Она нежная внутри осталась, снаружи хрустящая. И самое главное, вот для того, чтобы сделать ее хрустящей снаружи, они не стали засыпать это сахаром. Как помнишь, крылышки. Да, бывает. Вот они молодцы. Карамелизация типа. Да.
Салат тоже офигенный. Ну, это стандартный вьетнамский этот теплый салат, где еще огурцы они обжаривают. Но мне там больше всего лук понравился, припущенный, а кальмар, ой, нет, осьминог, да, свежий, хороший. Короче говоря, другими словами, не докопаться, все нормально. А я же тем временем, попробовав эту колбаску, могу сказать, что очень даже неплохо. Это такого плана колбаса, знаете ли, слегка, напомню, слегка. Я думал, Рома хочет колбаску взять, нет, он за лучком потянулся. Напоминает докторскую. Ну, то есть, вот та самая вареная, обычная колбаска. Такое впечатление, что она даже для оливье бы подошла. Может, мне с ней окрошку сделать? Ну да. Вполне себе за докторскую сойдет. Понятное дело, что по мотивам, но в целом да. Окей, просто вареная, хорошая колбаса. И какая тут наиболее зажаристая? Да вот, наверное, это и есть. Я думал, зажарят-то, честно говоря, покруче, но это так чисто обжарено. Еще больше убеждаюсь в том, что это похоже на докторскую. Потому что все мы обжаривали кусочки докторской, естественно, такой кругляш и на бутер, например. Да, это похоже. Слушай, а неплохо. Я думал, честно говоря, нам подадут другую, знаешь, вот эту, вот такого же плана, только где много целикового черного перца напихано внутри. И она такая, знаешь, как будто халявно сделанная. Ну, то есть на отвали такая, вот просто. А здесь вот вроде как немножко покачественнее. Кисленький, острый либо, другой какой-то кетчуп. Все соусы у нас в наличии. Угу. Кто-то скажет: Костян, что ты так долго выпендриваешься, рассказываешь про колбасу? Да не часто здесь встретишь какую-то нормальную колбасу. Вернее, наоборот, ее практически здесь нет никакой. Я вот чисто в соль помакал, прикольно. Угу, да. Рома еще жует. Подождем маленько. Слушай, ну да, как замена докторской. Вполне бы подошла, еще бы знали, где продают такую. Это мы сегодня обязательно спросим, потому что... Подожди, мы много с тобой колбас пробовали. Правильно ведь? Да. А вот именно такой нет. А у них, по-моему, Рома, если я прав, у них, по-моему, это написано домашняя колбаса. Где она? Сейчас найду. Вот она. Да, вот эти две последние позиции. Вот она жареная, и вот она, соответственно, сырая. Ну, не сырая, в смысле, не обжаренная. Потому что здесь с колбасами достаточно все сложно. Либо это будет какое-нибудь анисовое, либо неплохо приготовленное, но с диким добавлением перца. А вот чтобы в оливье покрошить какой-нибудь аналог, вот докторской, например, либо окрошку приготовить, такого практически нигде нет. И, следовательно, вот сейчас, когда я это попробовал, я хочу узнать, как это готовится. Потому что в планах у меня есть приготовить именно колбасу, но там другая тема. Это скорее зельц будет напоминать. Потому что я даже уже купил оборудование специальное. Значит, такая штука под прессом закручивается, потом варится. Короче говоря, это будет интересный эксперимент. И хочу сделать именно вьетнамскую, вот эту вот настоящую колбасу, потому что и рецептов куча, и народ это практикует, дома делает, поэтому не исключено, что вот эту штуку они делают ровно так же, дома, под этим прессом, и молодцы, здорово и хорошо. Если без всяких там дополнительных извращений можно дома готовить вот такую вот ерундовину, вообще молодцы и красота. Короче говоря, по колбаскам, Роман? Все супер. Все супер. Обжаренная чем-то отличается? Она обжаренная. Ну да. Но в целом, да. Немножко присутствует вкус. Я бы на самом деле обжаривал лучше на гриле, да? Да мне вот понравилось больше, обычная, такая вот не обжаренная. Вот обычная Да, тебе больше да. зашла, да? Ну да, наверное. Короче говоря, кайфово, здорово и хорошо. Закажем еще что-нибудь, парочку.
Ребят, как всегда, собрались во Вьетнам, обязательно пишите. Все мои контакты есть в телеге, потому что если планируете свой отпуск на ближайшую зиму, а именно декабрь, январь, например, может быть даже февраль, потому что самые вкусные места уже потихоньку начинают уплывать. Хорошая аренда, все найдем, трансфер, симки, экскурсии и прочие виллы. Короче говоря, все контакты в телеге. Обязательно пишите, сейчас сделаем с вас только билеты. Ну а под конец мы взяли классику, а именно кальмары в кляре и креветочки тоже в кляре. Роман, начинай, наверное, с кальмаров. Я креветку кусну. Горячущая. Ого, нечищенная, понятно. Дайте-ка мне, куда это все чистить. Тут вон прям все... Ё-моё. Она просто целая. Совсем вместе. Нет, ну с одной стороны это намекает, типа, наверное, намекает на свежесть. Я кляр не хочу, я специально сейчас доковыряюсь до самой креветки. А, горячо. Подожди, а она с панцирем в кляре, что ли? Раз она полностью нечищенная, там и панцирь, что ли? Не, они только голову оставили. А ты уверен в этом? Да. Нет. Вот хвост. Ну, хвост и голову, то есть они с основного тела убрали. Да? Да. Может быть. Но черт возьми, а вот... Ой, где селфи? А, ну, походу, да, это только в башке вот здесь то, что осталось такое. Ну и да, в этом самом... Кишечник там тоже нечищенный. Ладно. А сама креветка хорошая. Хрусткая, свежая, нормальная, добротная. Только у меня вопрос. Окей, получается, нужно есть так. Ну, по крайней мере, я для себя это так вижу. Башка, ладно, Господь с ней. А вот это ты типа кусаешь. Да, только вас ждет здесь небольшой подвох в виде оставшегося панциря на хвосте. Не, нормально, нормально. Самое главное, что во второй креветке, которую я съел, там хотя бы в голове вот этого ничего такого не было. И да, это вполне себе нормально. Креветка самое главное. Свежая, хрусткая, хорошая. Все в порядке. Количество нормальное. 2 я съел, плюс 2, еще 3, соответственно 7. Окей, все нормально, все в порядке. Роман, давай меняемся. Отведывай креветочек, а я, соответственно, что здесь у нас посмотрю. Ага. Я думал, честно говоря, будут что, кольца кальмара. Ну, ладно. Давай, как и в тот раз, сначала без кляра попробуем. Отцепись. Здесь просто кусочки какие-то. Резиновый. Неплохо. Но слегонца резиновый. Это довольно крупный кальмар. Поэтому вот такой... Да нет, нормально. Первое ощущение. Странно, а что за вот такие куски? Ну, это так порезали. Но это просто крупный кальмар. Ты же видишь толщину. Это не вот эти вот тонюсенькие, маленькие, которые здесь продаются на всех рынках. А, все, я понял. Это покупной, замороженный, нарезанный сразу уже кальмар. Он называется здесь гигантский почему-то. И, соответственно, ну да, это не на рыночке, знаете ли, морепродуктов они здесь заехали, свежака купили, нет. Ну, за креветками они вот сейчас ездили на рынок.
Ну, креветки огонь. Кальмар мне, честно говоря, не очень нравится. Потому что здесь, на мой взгляд, здесь все-таки стоит кальмара подавать другого. А именно, его здесь навалено везде. Охлажденного, свежепойманного. Идут по дешевой стороне. А именно, купить замороженного, гигантского вот этого, в кавычках, конечно, гигантского кальмара, которого стружка вот такого как раз размера продается просто за бесценок, и они вот таким образом действуют. Ну и ладно, вместе с кляром. Я думаю, что здесь все ровно все то же самое. Ну да, я скажу так, подытоживая эти два блюда. Кальмар, он ровно такой же, как, в общем-то, и должно быть в спортбаре. Дешевый, дурацкий, в кляре. Когда ты уже сидишь, у тебя самое главное происходит на телевизоре, и ты занят не тем, что ты ешь. А вот креветки такие, как я бы хотел, чтобы было всегда в спортбарах. Свежие, кайфовые, чтобы помимо удовольствия, когда выигрывает твоя любимая команда, ты еще получал удовольствие от любимой еды. Вот это кайф, так должно быть. Так у нас есть везде обычно. Другого мнения у меня, наверное, здесь не будет. Может быть, будет у Романа. Мне оба блюда понравились. И, ну, здесь в чем прикол-то? Ты же заказываешь что-то в кляре, а не что-то свежайшее. Поэтому что кальмар, что креветки мне очень понравились. Ну, видимо, для тех, кто любит что-то в кляре, это классно и вкусно. Да, я в целом с Романом согласен. Когда ты заказываешь что-то в кляре, ты действительно не ожидаешь чего-то сверхъестественного по вкусу. Но должно быть так, а мы всегда получаем вот так вот. Я за первый вариант, а вы напишите, вам пофигу, что вы получаете, когда вы заказываете в кляре или нет. Ну а мы подведем итог по заведению. Вы знаете, по итогу я могу сказать следующее. Действительно, уютненькое маленькое местечко. Хорошо, что мы сегодня были одни, без всех этих оголтелых болельщиков. Но по еде могу сказать следующее. А это спортбар. Некоторые блюда меня приятно удивили. Меня не разочаровало абсолютно ничего. Все остальные блюда исключительно нормальные, подходящие для спортбара. Самое главное, в общем-то, все недорого. Так что, да, захотели посмотреть футбольчик, сюда можно. Особенно, если у вас одна компания, которая займет все 4 столика, которые здесь есть. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Сегодня мнение Ромина такое. Зачет, не зачет. Зачет, ну, короче, если хочешь. Сделаем скидку на спортбар. Вот с мазиком, с кетчупом, в кляре. Нормально. Так, нормально сижу? Или полевее чуть-чуть? Так лучше, да?